Мы решили посадить летом молодой свежесобранный картофель, который купили в обычном супермаркете, чтобы собрать 2 урожая картофеля за один сезон. Нам понравились размер, форма, цвет и вкус этих клубней. Но у нас возникла проблема. Свежие клубни картофеля не хотят прорастать, даже если их несколько месяцев держать во влажной почве. Для примера продолжительности периода покоя. Эти клубни картофеля разных сортов мы потеряли в почве при уборке урожая еще в июле. И случайно нашли и выкопали их при перекопке огорода уже в ноябре. То есть, несмотря на то, что этот картофель пролежал в почве половину лета и всю осень, он до сих пор не пророс. Это происходит потому, что после того, как картофель собрали, у клубни наступает естественный период покоя. В это время клубни, даже если их поместить в идеальные условия для роста, не будут расти. Это связано с тем, что внутри клубни происходят особые биохимические и гормональные процессы, блокирующие рост. Мы не знаем название этого сорта картошки, но знаем, что у разных сортов картофеля период покоя длится от 1,5 до 5 месяцев. И это в любом случае слишком долго, потому что хочется посадить этот картофель как можно скорее, уже сейчас, летом, чтобы был шанс собрать урожай хотя бы поздней осенью. Поэтому сейчас нам нужно найти способ, чтобы преодолеть естественный период покоя вот у этого магазинного картофеля и заставить его прорасти перед посадкой. Итак, для нашего эксперимента мы выбрали наиболее простой способ – обработку клубней гибереллиновой кислотой. Мы не смогли быстро найти в интернет-магазинах чистую гибереллиновую кислоту с концентрацией 100%. Но нам удалось найти в продаже совсем слабый водный раствор с флаконом 10 мл с концентрацией гибереллиновых кислот А4 и А7. Всего 10 грамм на литр. То есть это 10 мл раствора с концентрацией всего 1%. Но и этого более чем достаточно для наших целей. Причем, насколько мы выяснили, несмотря на то, что гибереллиновая кислота А3 подходит для нашего случая лучше, но А4 и А7 тоже вполне пригодны. По известным нам данным, для наиболее оптимальной стимуляции прорастания картофеля нужна концентрация гибереллиновой кислоты в диапазоне от 5 до 10 мг на литр. Мы решили использовать наибольшую концентрацию из этого диапазона. И, соответственно, сделали раствор гибереллиновой кислоты с концентрацией 10 мг на литр. А затем тщательно обработали этим раствором картофель клубни со всех сторон. Расход раствора у нас был по 75 мл раствора на килограмм картофеля. По известным нам данным рекомендуется использовать от 50 до 100 мл раствора на каждый килограмм картофеля. Причем мы воспользовались средней нормой расхода раствора, и достаточно хорошо видно, что для полного смачивания клубней нам хватило бы и меньшего количества раствора. Мы также знали, что желательно, чтобы раствор хорошо смачивал клубни, но не стекал с клубни. И соблюдение нормы расхода на определенную массу картофеля – это достаточно важный фактор. От него зависит, сколько действующих веществ останется на клубне. Поэтому мы периодически делали небольшие перерывы, чтобы веществ впиталось в клубни больше, нежели стекло под клубни. После обработки мы тщательно просушили картофель на улице, затем разложили клубни в один слой в ящиках и накрыли ящики с картошкой черным спанбондом, чтобы клубни и хорошо проветривались, но при этом все-таки чтобы лежали в темноте. Мы поставили ящики на полу в наиболее прохладной части жилого дома, потому что нам была необходима температура возле клубни в диапазоне от плюс 20 до плюс 25 градусов Цельсия, тогда как на улице температура воздуха поднималась в этот период и до плюс 40 градусов Цельсия. На ночь мы открывали окна и двери, чтобы охлаждать дом в наиболее прохладные периоды суток. Через пару недель температура на улице и сама слегка уменьшилась, и на полу в доме по утрам стало даже около плюс 20 градусов Цельсия. И мы достигли нужного нам результата с проращиванием свежесобранных молодых клубней. Способ сработал довольно хорошо. Так выглядят картофельные клубни спустя пару недель после обработки гибереллиновой кислотой. На картофеле появились хорошо заметные теневые ростки, и теперь их вполне можно сажать во влажную почву обычным способом. Кстати, мы впервые видим такой интересный эффект, как здесь, где активность ростовых процессов в картофеле была настолько сильной, что вместе обилия наиболее толстых ростков на верхушке некоторых клубней даже пошли трещины по кожуре, и места разломов затем активно заросли новой, более светлой тканью. Настолько хорошо проросли не все клубни, но некоторые проросли особенно хорошо. Причем порадовало, что ростки появились не только на верхушках картофеля, но и практически со всех глазков в разных частях клубней, например, как здесь. Хотелось бы обратить внимание, что мы сознательно выбрали в супермаркете для посадки только самые крупные клубни. Это один из способов выбрать наиболее продуктивный посадочный материал, ориентируясь по размерам.
Тем более, что мы знаем, что этот картофель местный, выращен в нашем жарком регионе, где и тепловое, и вирусное вырождение наиболее опасны и усиливают действие друг друга особенно сильно. Поэтому тщательный отбор особенно важен. Тогда как сильные растения, конечно, могут давать помимо крупных клубней и средние, и даже мелкие, например, просто поздно начавшие формироваться и поэтому не успевшие вырасти до нормального размера. Но изначально слабые, больные, выродившиеся растения не дают настолько крупных клубней. И в магазине сильные растения можно определить именно по размеру и качеству картофеля. Разумеется, мы не будем сажать такие крупные клубни целиком. Мы их разрежем на несколько частей. Постараемся оставить на каждой части посадочного картофеля не меньше 2-3 глазков с ростками. У нас есть фильмы о том, как мы режем картофель. Их можно найти у нас на канале. Мы специально раскладываем клубни срезами вверх, чтобы срезы хорошо проветривались. Небольшое количество клубней до сих пор совсем не проросли. Тем не менее, мы их тоже разрежем, поскольку есть шанс, что разрезание поможет дополнительно простимулировать усиление роста и пробуждение ростков в глазках там, где их еще нет. Мы дадим 2-3 дня разрезанному картофелю, чтобы он успел перед посадкой хорошо подсохнуть и зарубцевать срезы более плотным слоем тканей. Это поможет уменьшить опасность гнили в период прорастания в почве. Как и при начальном проращивании, мы временно защитим картофель от света. По нашим наблюдениям, теневые ростки, хотя и более хрупкие, нежели выросшие на свету, но в темноте картофель растет более быстро, и для него это более естественное состояние. Так выглядят срезы клубней спустя сутки при естественной вентиляции в сухом помещении с открытыми окнами и дверями. В таком состоянии кусочки клубни уже вполне можно высаживать в почву. И дальше кратко обычная посадка картофеля по одной из наших технологий выращивания. Все подробности можно найти в наших фильмах и в ответах на комментарии под ними.
Несмотря на то, что в нашей местности в последние дни стало заметно прохладнее, сейчас всего лишь около плюс 35 градусов Цельсия, мы все равно мульчируем почву сеном, поскольку температуры уже выше плюс 25 градусов Цельсия губительны для картофеля. А при плюс 35 градусах почва может нагреваться и до плюс 50-70 градусов, при которых всходы картофеля могут попросту погибнуть. Остатки мульчи для мульчирования картофельных рядов мы берем здесь же, из междурядий, поскольку в междурядьях все еще осталось достаточно много остатков сена после предыдущей посадки и уборки урожая картофеля в этом году. Никаких дополнительных удобрений сейчас летом мы не вносим, поскольку под предыдущую посадку картофеля в этом году мы уже вносили достаточно много удобрений весной. Мы стараемся перетирать и измельчать сено руками, поскольку когда сено целое и длинноволокнистое, слежавшись после поливов, сено может повреждать картофельные всходы. Мы уже не раз показывали это в наших фильмах. Если видео показалось полезным, информативным, поставьте лайк, подпишитесь на канал, поделитесь с друзьями. С вами были Татьяна и Евгений Гордеевы.